Привет, я Мила. Знаете, я не особо люблю встревать в споры, обычно я просто рисую, но в какой-то момент в ленте стало слишком много работ, за которыми нет человека, а только кнопка и все. А потом такие люди выдают это за свое, вставляют в портфолио, продают, выкладывают на стоки, делают из этого мерч и всерьез называют себя AI-художниками. Хотя то, что они делают с рисованием, имеет примерно столько же общего, сколько караоке с сочинением песен. Я не против нейросетей, меня раздражают не они, а те, кто прячутся за ними, кто скрывает, что использует AI, кто почищает следы, натягивает фильтры и выставляет это как авторскую работу. И самое странное, это не художники завидуют нейросетям, это промптописаки завидуют художникам, потому что им кажется, будто у нас был какой-то закрытый клуб, в который они теперь вломились с помощью технологии. Но клуб был всегда открыт, просто у них не было терпения учиться. Так что да, я все-таки решила сказать об этом вслух. Знаете, у меня нет никаких иллюзий на тему волшебства, нейросеть не рисует. Она коллажирует. Она не выбирает, не ищет правильных вариантов, она просто собирает куски, стили, композиции, образы из чужих работ, за которыми стояли годы практики, ошибок, сомнений, здоровья, физического и ментального. Она не осознает, что делает, но все же дает результат, которого, как оказалось, для многих людей было достаточно. И нет, это не инструмент. Инструмент — это когда ты сам решаешь, как он работает. Позже я скажу об этом чуть подробнее, потому что это утверждение меня, очень злит. Так вот, Photoshop не рисует сам, карандаш не двигается без руки, а нейросеть может. И делает это не от умения, а от чужих знаний. Эти люди нажимают на кнопку и получают образ, собранный из того, чему другие когда-то учились. Это не новое, это просто нарезка чужих картин, и чужих тут ключевое слово. Мне не обидно и мне не завидно, я просто знаю цену работе. Я знаю, что рисование — это не написание промптов, это не когда ты сидишь 15 минут и смотришь, как алгоритм подбирает тебе стиль, ради которого ты не напряг ни одной извилины, из-за чего ты в принципе перестаешь думать. Просто перебираешь слова, пока не получится хотя бы что-то. Да-да, AI делает человека тупее. Есть уже статьи и разговоры об этом. Меня впервые по-настоящему триггернуло, когда однажды, хотя, пожалуй, уже довольно давно, я увидела пост, что-то вроде «нарисовал за вечер», а на картинке генерация с артефактами. И в комментах этому человеку пишут: «О, ты правда сам рисовал?» И этот автор отвечает: «О, да, конечно, я убил на это весь вечер». Я тогда просто закрыла окно с этой картинкой и пошла наливать кофе. Не потому, что мне стало обидно, а потому что в голове сидела только одна фраза: «Ты, блядь, серьезно?» Are you serious right now, bro? Like, are you serious right now? Сейчас я скажу странную вещь. Та-дам! Нейросеть сама по себе не виновата. Она просто выполняет алгоритм, который ей задали. Все решения на стороне человека. Я говорю не про то, что изображено на картинке. Я говорю, что человек решает, скрыть ли факт генерации, поставить ли подпись, вставить ли картинку в портфолио как свою, и так далее. И вот важное наблюдение по этому тейку. На DeviantArt уже довольно давно появилась специальная галочка, чтобы помечать, что изображение было сгенерировано. Ее специально добавили, чтобы другие пользователи могли отключить показ AI-картинок, такие как я, пользователи. Но знаете, сколько промптописак ее ставят? Правильно, почти никто или вообще никто. Я просто таких не встречала, но мало ли они есть, поэтому оставим «почти». И как думаете, почему они не ставят эту галочку? Потому что тогда их работы, в кавычках, увидит меньше людей, а значит меньше внимания, меньше иллюзий, что они художники. И это бесит, прям реально злит, что они навязывают свой контент, когда ты говоришь: «Нет, я не хочу это видеть». Так что проблема не в том, что люди используют AI, проблема в том, что люди врут. Возможно, кто-то из вас уже на такое наталкивался, потому что это становится, довольно повсеместным. Какое-то время назад я увидела, как человек выиграл конкурс иллюстраций, а позже выяснилось, что работа была сгенерирована. Никакой дисквалификации, никаких последствий, просто бывает. А рядом с этим виртуозом слога и ловким пальцетыком на кнопку
Те, кто сидел над своей работой неделями. И тут ты начинаешь спрашивать, это вообще нормально? И закипаешь не из-за нейросети, а из-за людей, которые подменяют понятия. А что такого? Я замазал артефакты в фотошопе, так что уже считается, что я художник. Нет, не считается. Нужно еще рисовать самому и думать тоже самому, надо всем. Над композицией, цветом, тоном и так далее. Я не понимаю, зачем вообще пытаться играть в художника, если ты им не являешься. К примеру, на днях я рисовала лайн на одном фрейме у себя в комиксе где-то, наверное, часа 3, потому что у персонажа рука выходила, очень деревянной. Там еще ракурс такой бесячий снизу, а я, не очень часто рисую ладони, поэтому было довольно сложно. Так что в процессе я вообще начала сомневаться, умею ли вообще рисовать. Но все равно брала и снова правила, потому что иначе нельзя, если ты хочешь именно то, что представляешь у себя в голове. А что делает промптописец? Вводит несколько фраз и получает 30 картинок. И радуется, что на одной из них 5 пальцев, а не 6. И выдает это за победу. Хотя изначально он просил женщину с букетом, а получил мужчину на велосипеде. И вот в этом и есть отличие между нами. Понимание, что ты рисуешь и зачем ты это рисуешь. Я не особо шарю в геймдеве, мне ближе книжные авторы и те, кто создает своих оригинальных персонажей. Но даже я слышала, что там, я про геймдев, говорят, AI заменяет только джунов, остальные не страдают, успокойтесь. Мне вот что интересно, когда пройдет лет 5 или 10, откуда вы возьмете новых сеньоров, лидов? Или у вас будут поколения специалистов, скормленных нас генерировать и выбрать? Те, кто не умеет думать, анализировать, принимать решения, кто просто тычет по откату на кнопку, еще вариант богу вариантов. Skulls for the skulls wrong. Как у таких вообще разовьется вкус? Чтобы научиться выбирать хорошую работу, нужно видеть плохую. Нужно ошибаться, чтобы понимать, что с композицией что-то не так. А не надеяться, что алгоритм как-нибудь за тебя подберет то, что выглядит прилично. Парадокс в том, что даже среди генераций видно, люди, которые не учатся рисовать, почти всегда выбирают безвкусицу. Перегруженную, без акцентов, сломанными фигурами, предметами и 10 точками фокуса. А те, кто рисует хоть немного, хотя бы на капелечку больше, даже их простые зарисовки часто выглядят лучше и креативнее, чем AI-картинки. Потому что они создают картинку с нуля, и каждый мазок кисти делается осмысленно. У настоящих художников есть цель, есть видение. Чуть не сказала и путь. Путь тоже есть. Именно в этом разница. Одно — это визуальный шум, а второе — внутреннее решение, сделанное руками и головой. И да, я понимаю, что вокруг моря мусорного нагенеренного контента, в котором мы тонем, будто в яме с дерьмом, но настоящие работы все еще ценятся, и все еще есть заказчики, которые сознательно избегают AI-арта. Сейчас будет крик души, но, обещаю, без истерики. Я не знаю, замечали ли вы это, но от адептов AI часто звучит, что искусственный интеллект — это всего лишь инструмент. Но кто им управляет? Промптописец? Серьезно? Создатели самих нейронок говорят, результат — это рандом, а промптописцы искренне верят, что контролируют процесс. Если из кучи слов случайно совпало хоть что-то, это уже «О, я сделал сам». Конечно, молодец. Некоторые сравнивают AI с машинами вместо лошадей или фотокамерой вместо кисти. Полный бред. Трактор едет туда, куда его направляет человек. Фотокамера видит то, что хочет фотограф, а не составляет реалистичное фото по картинам традишников. AI же перемалывает чужие работы без понимания сюжета, контекста или эмоций. Это не инструмент, это фабрика чужих образов. А Photoshop, да, это инструмент, потому что ты сам держишь кисть, сам решаешь, где тень и где свет. Каждый мазок – твой выбор. С нейронкой нельзя что-то создать, можно лишь отобрать из хаоса случайных вариантов. Нет усилий, нет знаний, только каша из чужого труда. И промптописец – вау, не автор, не художник. Мне иногда на DeviantArt попадаются комментарии, где генеративщики очень злятся, что мы отвергаем их, поэтому они злорадствуют, что у нас, художников, стало меньше работы. Может и стало, но вы все равно не художники. А теперь важное открытие.
Я слышала такой тейк, будто бы мы какая-то закрытая тайная организация, которая считает себя элиткой, никого не пускает в свои ряды и унижает тех, кто хочет ворваться и отхватить кусок священных знаний. А теперь типа есть AI, и все эти униженные и оскорбленные дали нам просраться злым художникам, забрав наши знания и хлеб. Для меня это звучит примерно так. У моего друга была крутая тачка. Я спросил, как ее получить? Он сказал, учился, работал, накопил, купил. Я понял, он просто не хочет делиться секретом, поэтому я ее украл. Теперь у меня тоже есть крутая тачка. А если серьезно, обвинять художников в закрытости просто смешно. Интернет завален бесплатными уроками. И вот эти обвинения, что художники рисуют задорого, мне тоже казалось, что очень дорого часто заказывать арты со своими персонажами. Поэтому я начала рисовать сама, чтобы было бесплатно и честно. И знаете, ни разу ни один крутан, который со мной взаимодействовал, не плюнул в меня за то, что я посмела начать рисовать. И сама я, когда ко мне приходят художники в ЛС, выражаю исключительно поддержку. Я не призываю к бунту против AI в целом, потому что разные сферы требуют разных взглядов. Но сейчас мы говорим про картинки. Не нужно врать зрителям и самому себе, заливая генерации в портфолио как свое творчество, если ты ни разу не провел кистью по холсту. Поверх генераций тоже не считается. Это недоработка, это прикрытие. Лично я хочу быть подписана только на тех авторов, кто рисует руками, потому что именно их мысли, ошибки и решения мне действительно интересны. Сейчас будет минутка мотивационных речей. Как не поехать кукухой, если за вечер кто-то выкладывает 30 работ, в кавычках, а ты все еще возишься с уехавшей перспективой, сидишь над одной иллюстрацией в неделю, пытаешься выбрать ракурс, учишь анатомию, а кто-то по КД тычет сгенерировать. И даже если не сравнивать эту и реальную продуктивность, это все равно гнетет. Подрывает ощущение, что усилия имеют значение. Но на самом деле имеют, потому что ответ в том, чтобы выбрать тот путь, за который не стыдно. Тот путь, где не нужно скрывать, что ты сам, когда ни хрена подобного. Тот путь, где не приходится выкручиваться и создавать иллюзию подтверждения, что ты рисовал. Да-да, представляете? Я слышала, что делают и такое. Не уверена, что это прям полноценные спидпейнты, но кажется, какая-то разбивка по слоям, что ли, там гифки делают или что, что-то такое. Вы только вдумайтесь, насколько это глупо. Человек вместо того, чтобы учиться рисовать, учится создавать видимость, что он рисует. Так что если вы рисуете сами, то вы уже в плюсе. Потому что свою картинку нужно понимать, себя нужно понимать, материал, референс, задумку, все это. И только тогда иллюстрация будет вашей, а не случайной. И именно поэтому я считаю, важно продолжать. Пусть это дольше, пусть сложнее, зато потом ты смотришь на работу и знаешь, откуда у нее каждая деталь. Знаешь, зачем ты ее нарисовал. К примеру, когда я рисую одежду на персонажах, я думаю, где проходят швы, что значит каждый слой ткани, откуда он и куда крепится. Это не просто приемлемое изображение из сотни с хорошим рендером и нужным количеством глаз. Это мои мысли. И да, многие зрители тоже чувствуют разницу. Поэтому заказчики коммишенов предпочитают не идти за рандомной генерацией, а приходят к художнику. Потому что им нужно то, что может понять и передать только человек. Конечно, сейчас сложно. Лента завалена однотипными генерациями, а обесценивание работы доносится, из каждого угла просто. Но давайте противостоять злу как-то. Не машине, а кражам чужой интеллектуальной собственности. У каждого художника должно быть право согласиться скармливать свои картинки или отказаться. И я прям, очень сочувствую всем тем крутанам, которые вложили в свою работу десятилетия, а сейчас кто-то смеет еще оскорблять их и насмехаться, что появился шанс украсть кусок их жизни. И если вы сейчас рисуете и сомневаетесь, вы не одни. Но если хочется бросить, потому что, кажется, будь-то честная работа больше ничего не значит, это неправда. Просто теперь ее приходится отстаивать.
И если с обмазками фотографий все было кристально ясно с самого начала, то сейчас пока еще до многих не доходит, что такое датасет и как появляются на свет генерации. Об этом нужно говорить, и этим нужно тыкать в морды, я считаю. Возможно, промптописаки набирают больше лайков и подписчиков, потому что выплевывают в сеть свои генерации, как коза мелкие какашки, не знаю, сотнями в день. А настоящему художнику это, просто физически не под силу. Да и не должно быть под силу. Вот почему я по-настоящему горжусь каждым, кто выбрал сейчас учиться рисовать. Кто не сдается, кто не ищет обходных путей, кто не делает вид, кто делает по-настоящему. Это не значит, что я предлагаю устраивать шествия с плакатами Сары Коннор и протестами против машин. Это не та история. Я просто хочу, чтобы нас не смешивали, чтобы не ставили на одну полку настоящего художника, который сидит часами, а то и неделями над иллюстрацией, и человека, который нажал «сгенерировать». Потому что между нами пропасть. Не по качеству, не по скорости, а по самой сути. Если кто-то думает, что кнопка приближает к искусству, это не так. Искусство – это работа над собой. Это ошибки, которые видны спустя время. Это правки, которые стирают полдня. Это усталость, это боль в пальцах, когда ты держишь перо 10 часов, пытаясь успеть к дедлайну. Это тишина, когда ты сидишь перед пустым холстом и не знаешь, с чего начать. Но все равно начинаешь, потому что не можешь иначе. Но если кто-то хочет действительно рисовать, учитесь, потому что это не закрытый клуб. А если не хотите, не называйте себя художником. На этом все. Спасибо, если досмотрели, как я горю. Особенно спасибо тем, кто все еще рисует, кто не сдался. Я с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. Конечно же, не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть вдохновение всегда будет на вашей стороне. Па-па.